Раннее утро, железнодорожная станция, вокруг спешащие на работу люди, гул электропоездов и полицейские в броне. Кто-то просто опоздал на электричку, а кто-то оказался в списке на выдворение. Сегодня расскажем о масштабной проверке мигрантов, которая прошла в Подмосковье и закончилась десятками протоколов и штрафов. Железнодорожная станция Фрязево, городской округ Электросталь. Здесь среди электричек и пассажиров сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие. То, что в обиходе обычно называют просто рейдом. Как сообщает начальник управления информации Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова, в акции участвовали не только местные сотрудники УМВД, но и специальный полк полиции Главного управления МВД. Подразделение, привлекаемое к операциям повышенной сложности. Это означает, что на месте могли присутствовать силовики в полной экипировке, с технической поддержкой и списками на проверку. За короткое время сотрудники правоохранительных органов проверили документы у десятков приезжих. И вот итог. 25 человек, уроженцы стран ближнего зарубежья, признаны нарушителями режима пребывания на территории Российской Федерации. Каждый из них прошел стандартную процедуру: дактилоскопирование, снятие отпечатков пальцев, фотографирование, занесение в базы специального учета МВД. В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ. Это нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в России. Штраф 5000 рублей с последующим выдворением. Эта статья применяется, когда иностранный гражданин превысил разрешенный срок пребывания, не зарегистрировался по месту жительства, нарушил цель въезда или условия визы, если требуется, или просто оказался в стране без документов. В зависимости от тяжести санкции включают штраф, запрет на въезд до 10 лет, а в отдельных случаях принудительное выдворение через суд. Подобные случаи, увы, не редкость. Это уже не первый случай крупной миграционной зачистки на железнодорожных станциях Подмосковья. Вот только некоторые примеры. Ярославский вокзал, февраль 24-го. Проверено более 150 человек, 37 нарушители, 8 выдворены немедленно по решению суда. Люберцы, август 23 года. 19 иностранных граждан работали на стройке без регистрации. Все задержаны. 13 из них уже выдворены. Реутов, март 23-го. При проверке в районе автовокзала задержаны 22 мигранта без документов. Подобные операции усилились в последние годы на фоне ужесточения миграционного контроля, особенно вблизи транспортных узлов, рынков и мест массового скопления трудовых мигрантов. Проверки – это не случайная акция, а часть системной работы МВД. Особенно сейчас, когда на фоне общей геополитической ситуации и внутренних вызовов внимание к миграционным потокам выросло. Государство дает сигнал – без документов не пройти. Операции проходят внезапно, быстро и массово, зачастую с привлечением спецподразделений, что исключает возможность уклонения. И как заключение. У кого нет порядка в бумагах, в один момент может не оказаться и пути домой. Железнодорожная станция Фрязево теперь не просто пункт отправления, а сцена, на которой 25 человек узнали: Россия внимательно следит за тем, кто и как пересекает ее границы. Следи за новостями, следи за документами. Следующее утро может стать решающим.